Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать о новом способе, как можно сэкономить деньги за очень короткий срок. Оказывается, что многие люди не умеют совершенно копить деньги. Недавно у меня появилась такая идея, что было бы неплохо отложить на какое-нибудь путешествие, возможно, либо на большую покупку. В целом у меня никогда не было проблем с накоплением, но в последнее время все хуже и хуже удается накопить какую-то сумму. В интернете существует много вариантов, как можно отложить деньги. Первый – это когда ты со своего дохода откладываешь от 10% каждый месяц. Также можно откладывать и 10, 15, 20%, зависит от того, какие у вас доходы и сколько вы можете позволить себе откладывать каждый месяц. Лично для меня такой вариант не актуальный, так как мне кажется, что этот метод больше подходит для тех, у кого постоянный доход стабильный и большая заработная плата, что он, в принципе, может без ущерба себе отложить какую-то сумму и, в принципе, откладывать каждый месяц. Лично у меня, например, бывают такие ситуации, когда в одном месяце ты можешь что-нибудь отложить, а уже в следующем, например, бывают такие ситуации, когда день рождения, либо кто-то заболел. Да, в принципе, я по себе заметила, что как только я пытаюсь хоть какую-нибудь сумму отложить, как тут же сразу то там гречка закончилась, либо же штаны порвались. И тогда все отложенные сбережения на отпуск приходится тратить на вещи. Второй способ, который нам предлагают в интернете, это нужно разложить свой доход по 4-5 конвертам и подписать, например, там, первый на еду, второй на коммунальные услуги, третий на какие-то непредвиденные расходы, одежду и на отпуск. Этот метод, опять же, работает с тем, у кого большой доход, и, в принципе, он может откладывать много денег. У меня лично получается такая ситуация, когда ты взял, отложил себе на коммуналку, и уже потом смотришь, либо ты сидишь на гречке, либо же тебе удается еще что-нибудь отложить. В основном бывает так, что где-нибудь не покушал в ресторане, а поел дома, и тогда удается хоть какой-нибудь кусочек отложить денег. Поэтому откладывать стабильно не получается. Третий метод предлагают, это называется 365 дней, когда ты целый год откладываешь с каждым днем сумму все больше и больше. Например, сегодня отложил 1 гривну, завтра 2, послезавтра 3 и так далее. Если же говорить в рублях, то, например, там сегодня 50 рублей, завтра 100, послезавтра 150, и откладываешь за таким принципом. Я боюсь, что этот вариант будет очень сложный, так как под конец года будет очень сложно откладывать, особенно если небольшая зарплата. И совершенно случайно я нашла способ, который мне, как кажется, подходит, и я хочу попробовать его вместе с вами. Он звучит так: можно отложить за 100 дней определенную сумму денег. Для этого нам нужен листок бумаги, ручки, карандаши, линейка, ножницы либо канцелярский нож, клей, скотч и какая-нибудь небольшая коробка. Во многих примерах люди накапливают в большую 3-литровую банку, но я думаю, это не очень удобно. Во-первых, нужно найти банку, найти крышку, которую нужно плотно закрыть. Пластиковая крышка не подойдет, я думаю, будет очень много соблазна открыть и потратить все собранные деньги. Кроме того, вам нужно в железной крышке сделать дырку, поэтому я нашла более простой способ. Мы берем обычную коробку из-под обуви, и нужно будет в ней прорезать дырку ровно посередине. Берем канцелярский ножик и примерно где-то посередине Так, мы сделали дырку сейчас, и теперь нам нужно
Взять листок А4 и начертить таким образом цифры от 1 до 100. Если у вас нет линейки, как у меня, ничего страшного, берем какую-нибудь пилочку для ногтей и будем чертить. Нам нужно с одной стороны начертить 5 полос и с другой. Примерно по сантиметру толщиной. И теперь нам нужно пронумеровать наши клеточки от 1 до 100. Вот таких вот 2 листочка у меня получилось. Для удобства я разрезала на 2 половинки. И теперь нам нужно приклеить это к нашей коробке. Для этого нам понадобится клей. Также можно эти листочки подрезать, чтобы удобно было приклеивать. Лучше, конечно, найти коробку побольше, но это такая, как у меня получилась. И теперь нам нужно намазать клеем и приклеить к коробке. Теперь расскажу, как работает этот способ. Вот такая у нас коробка получилась. И теперь мы каждый день кладем определенную сумму в эту коробочку и зачеркиваем любое число. Чем этот способ очень удобный, в кошельке не всегда бывает нужная сумма денег. Любая мелочь, которая у нас завалялась, мы можем откладывать спокойно, без каких-либо потерь. Вот продемонстрирую. Берем кошелек. Например, в кошельке из мелких денег лежит 11 гривен. Мы берем их, складываем и находим цифру 11 и зачеркиваем ее. Вот так. Теперь мы, получается, завтра опять же открываем свой кошелек, смотрим, какая там мелочь завалялась, и также кладем. Главное, каждый день мы откладываем какую-нибудь сумму. Это может быть 2, 3 гривны, 10, 20. Главное, что сумма это не повторяется. Откладывая ежедневно какую-нибудь сумму денег от 1 до 100 на протяжении 100 дней, получится у вас в итоге, когда вы уже зачеркнете все клеточки, вы сможете накопить 5050 гривен. Эта сумма небольшая, не маленькая. Вот, например, на путешествие на двоих нужно 1030, например. Если, например, 5000 гривен для вас мало, то можно начать нашу таблицу из 100 гривен, либо 50, и тогда откладывать каждый день, например, 100, 101 гривну, 102 и так далее. Но это все зависит, конечно, от вашего кошелька. Также не обязательно откладывать в гривнах, в рублях, можно в долларах, евро. Опять же, все зависит от вас самих. Я попробую этот метод, мне он очень интересный. Я надеюсь, что у меня все получится, и я смогу с этих денег прикупить себе какую-нибудь очень полезную вещь. Оставайтесь со мной, я думаю, мне позже удастся показать результат моих накоплений. Конечно же, это не один день. Этот эксперимент не быстрый, он займет порядка 3 месяцев, может чуть больше. Все-таки на протяжении 100 дней нужно откладывать определенную сумму денег. Кстати, если, например, у вас не получается отложить какую-то сумму, так как я думаю, чем дальше, потом уже будет оставаться довольно-таки крупные клетки, ведь на 100 гривен, например, я могу прожить и 2 дня. Я думаю, если вам интересный будет результат этого эксперимента, я сниму отдельное видео для того, чтобы доказать, насколько это
насколько этот метод работает и получилось ли у меня собрать какую-нибудь сумму денег. Я надеюсь, что я продержусь этих 3 месяца и буду каждый день откладывать какую-нибудь сумму. Всем пока!